Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас на обзорчике Porsche Boxster первого поколения. Будем ставить BLED линзы в рефлекторную оптику. Посмотрим, как выглядят фары внутри. Пластиковое стекло рифленое уже поплавилось. Стекло снаружи имеет шагрень, уже сколы там, все это. Фары на полиуретане, условно неразборные. Будем разбирать. Внутри они выглядят вот так. То есть стандартная H7 и H7 лампочки. То есть здесь будет вырезаться отверстие большое. И будет вместо двух вот этих лампочек стоять BLED линза. Буду на эту машину ставить Infolight Deluxe. Посмотрим, что из этого получится. Приступим. Итак, разобрал я фару. Крайне непросто она разбирается. От слова совсем. То есть очень острый угол у фары. То есть она как бы заезжает вперед стекло. Плюс бурт, который вот он, его закрывает стекло. То есть стекло сидит под этим верхним стеклом. То есть добраться туда, слава богу, что здесь не черный герметик полиуретановый, а серый. То есть он больше такой, как силикон, напоминает что-то. Ну, все равно часа полтора я с ней вот это возился. Так вот разобрал, без химии, без разрезаний. То есть более-менее все получилось ровненько, красивенько. То есть тут бурт боковой плавно перетекает с таким нахлестом бурт туда внутрь. Вот такая вот красота здесь. Чего они решили, что пластик будет хорошо, я не знаю. Буду убирать это стекло. И будет здесь линза стоять по стилю, как на, линза Infolight Deluxe. Будет масочка стоять вот как на Cayenne 957. Эти фары я еще буду шкурить, под лак делать. Вот. Ну, пока все. Поехали дальше. Разобрал я вторую фару. В принципе, пошла быстрее, чем первая. То же самое, бурт нигде ничего не резал. Хочется отметить, здесь пластик используется стеклонаполненный GF30 Fiberglass 30%. Наполнение стекловолокном пластика. То есть пластик хрупкий. Но в отличие от современных стеклопластиков, он более толстый, скажем так, то есть он более крепкий. То есть в новых машинах, если там такой пластик, то он очень хрупкий, трескается. Вот здесь, в принципе, да и стекло в целом тоже такое с нормального поликарбоната сделано, то есть толстого. То есть достаточно приличные усилия надо прилагать. Ну вот оно раскрывается, скажем, без разрезания. Продолжаем ковырять. Разобрал я линзочку, чтобы вытереть ее салфеточкой против китайских пальцев, потому что часто бывает там остаются следы. И хотел показать вот отражатель. Он не совсем гладкий, а имеет такую какую-то текстуру, ну скажем, шершавый он, микрошагрень. То есть верхняя часть, там где, вернее нижняя, где ближе к диоду, она имеет гладкую поверхность. То есть чтобы не терять яркость под галочкой, чтобы было яркое горячее пятно. Ну а дальше уже идет шагрень, которая позволяет сделать цвет более равномерным.
Шторка эта, в отличие от Professional, так не отделяется. Здесь она вот проводом держится. Хотел разобрать еще для того, чтобы приготовиться к разметке отверстий на отражателях. Ну, в общем-то, продул, вычистил. Сейчас буду размечать, вырезать коронкой там все это дело. Кстати, вот разобрал Professional. Здесь другая немножко шторка и полностью зеркальный отражатель. Это влияет на равномерность свечения, то есть здесь будет перистость на свете, то есть не совсем он будет идеально ровно, если смотреть на белую стену. Ну а если смотреть на дорогу, то это практически незаметно. Так, подключил я фарку, зафиксировал ее тут у себя на стенде для рефлекторной оптики, когда линзы ставлю. Такой вот Garage Edition. Блок питания и вот горизонталь. Тоже оттестировал ее по уровню водяному. То есть теперь вот если стеклышко вот это убрать, вот, есть стеклышко, убираю, то вот получается оно светит узким таким пятном. Ставлю стеклышко, то есть оно немножко рассеивает. Ну вот сейчас фиксирую в таком положении отражатель, буду вырезать дыру и ставить сюда светодиодную линзу. Короче, решил поставить фару и такой смотрю, что это за запчасть такая. Оп. Вот что вы находили в машине? Болт, отвертку, там фонарик. Я не знаю, это хозяин или с Америки он приехал на магните с фиксацией. Ну, правда, батарея сдохшая. Тут вот USB разъемчик такой. В общем, фонарик в машине валяется. Не знаю, хозяин знает про это или нет. И не тарахтело ли оно у него. Ну, в общем, такое. Вот такой вот отражатель получился. 3 точки крепления. 4-я не получилось, потому что она сильно вперед выпирает из-за того, что отражатель имеет специфическую очень форму. Ну, чтобы не томить вас ожиданием, показываю сразу готовый результат. И теперь еще разок. Ну и напоследок осталось сделать бронепленочку. Вот такой вот результат получился. На улице фигачит дождь. С минуту на минуту сейчас хозяин заберет машину. И будем тестировать на улице, как получился свет. Светит ровно. Сейчас покажу как. В общем, в принципе, результат, как по мне, очень даже неплохой. Машина освежилась. Сразу посвежела лет на 10, наверное, если так вот. Кто не знает. Так, посмотрим, как светит свет.